Относительно недавно MMORPG Core Punk от Artificial Core стала доступна широким массам в раннем доступе. Я основательно ознакомился с этим проектом, даже выпустил парочку видео и один подкаст, и пришел к определенным выводам. Первый. Проблемы игры, о которых я упоминал ранее, все-таки сыграли с ней злую шутку. И второй. Этими проблемами дело не ограничилось. Сегодня хотелось бы в нашем новом видео обстоятельно поговорить о настоящем и будущем Core Punk, а также о возможных путях спасения проекта. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании можно найти нас на отечественных платформах в ВК и на Рутуб. Ну а за общением и самыми свежими новостями жанра MMORPG отправляю вас в мой телеграм. Меня зовут Мадлер, это портал Гохаруи. Мы начинаем. Наверняка вам знакома ситуация, когда нужно пополнить игровой кошелек или просто что-нибудь прикупить, но из-за региональных ограничений это сделать затруднительно. Что ж, у нас для вас отличная новость. С сервисом Keys for Gamers такие ситуации больше не станут для вас проблемой. Здесь можно приобрести как незабвенную классику, так и новые релизы на выгодных для себя условиях. Огромное количество всевозможных предложений для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net, причем игры можно получать как ключами, так и гифтами. Подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, покупка игровой валюты, игровых очков, программного обеспечения и все это с возможностью выбрать наиболее выгодное для себя предложение среди разных продавцов и без проблем с оплатой из наших широт, что немаловажно. Также на Keys for Gamers можно легко и быстро пополнить Steam кошелек с минимальной комиссией по рынку, всего в 3%. Чтобы это сделать, находим на главной странице сайта кнопку «Пополнить», выбираем страну аккаунта, вводим логин Steam, необходимую сумму, завершаем операцию и бинго, деньги уже на вашем Steam кошельке. В общем, Keys for Gamers со всех сторон удобный и крайне выгодный сервис. Ежели чего, вы знаете, что делать по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Вы все наверняка в подавляющем своем большинстве знаете мое отношение к Core Punk. Я считаю, что это весьма самобытная и перспективная MMORPG, которой, к сожалению, мне кажется, что это основная причина, не повезло просто со временем создания. В достаточно, скажем так, спорное время она создавалась, и это не могло не сказаться. У меня выходил отдельный ролик, где я перечислял те проблемы, которые есть в Core Punk еще до момента ее появления в раннем доступе. И сюрприз-сюрприз, эти проблемы актуальны по сей день. Это и то, что она недоступна на площадке в Steam, и то, что она недоступна бесплатно, допустим. Есть там перечень проблем, можете ознакомиться, и все это реально на сегодняшний день тоже имеет место быть. Но была и еще одна, скажем так, проблемка, о которой можно было догадаться, вернее, предположить, что так может случиться, потому что разработчики сами об этом, если мне не изменяет память, сообщали. Оказалось, в Core Punk нет хай-энд контента. И когда я говорю нет хай-энд контента, я имею в виду от слова совсем нет. То есть вы можете, конечно же, по достижении кап-левела чего-то там крабить мобиков в достаточно красивых и проработанных локациях, но на этом, собственно, и все. Причем непонятно, зачем вам это нужно делать. Относительно недавно разработчики поделились своими планами по поводу того, что будет происходить в Core Punk, какой контент в ней будет появляться, к сожалению, не поделившись при этом сроками выхода этого контента. Тем не менее, здесь хотелось бы поговорить и об этом, конечно же, в том числе, но прежде всего о том, сможет ли все это спасти Core Punk. Если не сможет, то что сможет? И сможет ли? В общем, давайте обо всем об этом подробнее. Итак, для начала буквально пару слов о том, что представляет из себя Core Punk на текущем этапе. Это изометрическая MMORPG в довольно нетипичном для жанра сеттинге. Это такая ядерная смесь фэнтези и стимпанка, которая во многом является духовной наследницей тех самых MMORPG, в которые мы играли, когда трава, как известно, была зеленее. Иными словами, Core Punk не пытается быть излишне дружелюбной, оставаясь при этом достаточно привлекательной внешне. Всего в игре вам придется добиваться потом и кровью, через чтение описаний, через понимание, бесконечными траями и вот этим вот всем. Понимаю, решение спорное, но вот такой вот у разработчиков вижен. И здесь довольно странный момент. Вот у меня есть примеры реального общения с людьми, которым Core Punk прям вообще не зашел. Не зашел со всей вот этой, наверное, можно назвать хардкорностью, да, не зашел. При этом другие проекты с похожим внутренним содержанием, но без изометрии. Вот, кстати, насчет этой изометрии, как я и говорил, это палка о двух концах, конечно же. Вот в тех проектах им нормально. Core Punk прям не заходит. В моем случае, хоть я и не являюсь вообще поклонником изометрии, Core Punk работает. Это как раз таки вот тот неловкий момент, когда ты смотришь на часы, а уже глубокая ночь или прям раннее утро, и ты все это время проиграл в Core Punk. То есть в моем случае Core Punk работает как игра, как MMORPG. Она меня затягивает. Но даже здесь, при прочих равных, я могу сказать, что Core Punk и
иногда душнит. Ведь есть разница, тонкая грань, да, между хардкорностью и духотой. И вот, как мне кажется, Core-Punk иногда эту грань переступает все-таки. Хорошая новость заключается в том, что разработчики, насколько я понимаю, в курсе этих перекосов и даже решили пойти навстречу комьюнити, упростив игру в некоторых моментах. Это так называемые Quality of Life изменения, связанные прежде всего с улучшением навигации и квестовым опытом. Например, NPC смогут использовать карту мира и систему пингов, как это делают игроки, отмечая приблизительные места, куда вас отправляют. Потому что чего-чего, а квестов в Core-Punk хоть отбавляй. И, наверное, можно как-то избежать делания этих самых квестов, но тогда ваш геймплей будет полностью состоять из непрекращающегося битья мобов. На мой взгляд, все-таки интереснее изучать мир игры как раз-таки непосредственно через вот эти вот квесты. Но эти квесты содержали в себе, как я уже сказал, элементы такой вот духоты. И разработчики, в общем-то, прислушались и решили эти элементы духоты ликвидировать. Ну или, по крайней мере, сделать эти элементы не такими душными. Также игроки достаточно часто жаловались на откровенно неспешный темп Core-Punk. И если в лейт-гейме все это дело постепенно нивелируется, то вот начальные этапы определенно стоило бы пересмотреть, потому что именно начальные этапы знакомства с проектом и определяют то, останешься ты в нем или ливнешь после первого же захода. С этой целью разработчики существенно увеличивают количество лагерей мобов и время их возрождения в стартовых зонах, причем некоторые из стартовых зон уже обновлены. Помимо этого решили снизить порог, при котором начинается базовая регенерация здоровья и маны, с 90% до 20%. И это, откровенно говоря, еще один момент, который меня жутко подбешивал, потому что, ну вот в той же самой Ashes of Creation, да, у тебя плюс-минус такая же ситуация, ты там просыхаешь и по хп, и по мане, но ты ровно сел на жопку, понятно, что можно что-нибудь подхавать, восстановиться быстрее, но ты в принципе можешь просто как бы посидеть, и у тебя рано или поздно хп и МП восстановятся. В Core-Punk, да, у тебя есть там еда, ее тоже необходимо кушать, но лучше все-таки, знаете ли, развести костерок, и тогда все это будет в полном объеме восстанавливаться. При этом, допустим, в Ashes of Creation у тебя просто изначально само по себе ХП и МП восстанавливалось вне зависимости от того, прожрешь ты там чего-нибудь или не прожрешь. Здесь же, если у тебя здоровье, вот, ну как это было, здоровье и МП опустилось ниже 90%, все, восстановление не предвидится, пока ты чего-нибудь специфического не скушаешь. Ну и вот они, собственно, от этого частично избавились. То есть теперь даже если вы просели до 20%, вот если ниже, то уже как бы без шансов. Но если до 20% по ХП и по МП, то все это тоже потихоньку будет восстанавливаться. Это небольшая проблема, но, как я говорю, душноватенько. Вот душноватенько. При этом расходные материалы, связанные с восстановлением здоровья и маны, тоже были усилены. Внутриигровой банк является общим для всех персонажей на аккаунте, что делает прокачку альтернативных персонажей более плавной. Кроме этого, ведется работа над балансом добычи, который, как многие успели заметить, далек от совершенства. Сюда входят сундуки в лагерях, сундуки в точках интереса и, в целом, дроп с мобов и боссов. Эти изменения уже внедряются в сборку. Новый контент. Разумеется, это то, чего прежде всего не хватает Core-Punk. Я бы даже, наверное, сказал не то чтобы новый контент, а просто хай-энд контент, потому что, напомню еще раз, Core-Punk умудрилась каким-то чудом выкатиться в ранний доступ без хай-энд контента. Ну, то бишь, натурально вы прокачались до капа, и, собственно, спасибо, что прокачались. Насколько мне известно, разработчикам задавали вопрос относительно того, ну, собственно, чем вы занимались все вот это вот время, где, так сказать, контент, и ответ был что-то из разряда того, что мы как бы занимались непосредственно разработкой мира, да, вот самого концепта, проработкой его до мелочей, и это, блин, заметно, да. Ты видишь живой мир, прям уникальный, я бы даже сказал, живой мир. Но проблема в том, что этот уникальный и живой мир, каким бы уникальным и живым он не был, без хай-энд активностей работать до конца не будет. И вот, собственно, недавно относительно разработчики поделились своими планами относительно того, какой же контент, в том числе и хай-энд контент, будет добавляться в Core-Punk. В ближайшие несколько недель планируют добавить PvPvE Extraction Instance для 16 игроков. Это остров, место, где можно получить редкую добычу и щедрую прибыль. Тут также можно будет найти редкие и уникальные расходные материалы, улучшения и многое другое. На острове будут расположены различные NPC, которые будут предоставлять игрокам доступ к уникальным магазинам и предлагать определенные услуги, такие, например, как эвакуация или временные бафы. И все это в рамках тотального хардкора с одной жизнью. Иными словами, в случае смерти
вашего персонажа, вы потеряете абсолютно все. Full дроп, так сказать. Но и награды при этом будут стоить риска. Сразу после этого Extraction инстанса будет добавлено первое поле для битвы на 24 игрока. Две команды по 12 игроков в каждой, по 3 пачки в команде. Режим будет полностью посвящен захвату и удержанию точек. Каждая команда зарабатывает очки за удержание этих точек. Первая команда, достигшая лимита очков, побеждает в матче. В принципе, и первое, и второе мы одобряем. Первое немножечко больше, потому что, ну вы знаете, я любитель подобного рода увеселительных мероприятий. Второе, Battleground как Battleground. Достаточно типичное времяпрепровождение. При этом, насколько мне не изменяет память, вот эти вот два вида активности, они могли быть добавлены прямо на старте раннего доступа. Почему их не добавили, ума не приложу. Видимо, разработчики взяли паузу на то, чтобы доработать все прям там до мелочей. Вернее, проработать. Ну и опять же, насколько я понимаю, это все появится не одновременно. То есть сразу появится непосредственно вот этот вот Extraction остров с full loot, и потом уже по истечении какого-то времени добавят первое поле для битвы. Ну, во всяком случае, я так это понял, потому что они говорят, что вот после этого мы представим первое поле для битвы. Что скрывается за этим «представим»? Может быть, они сразу представят и можно будет играть, потому что добавят в игру первое поле для битвы. А может быть, они представят и потом как-нибудь его добавят. Но в любом случае, это, по крайней мере, тот high-end контент, который заставит игроков подзадержаться в Корпанк. Далее по планам добавления нового класса. Да, я тут грешным делом думал, что нам дадут какой-нибудь магический архетип, который прям напрашивается в игре. Но разработчики решили, что это будет класс защитник. Танк, который владеет мечом и щитом в ближнем бою. Они могут выдерживать большой входящий урон и помогают снизить урон своим союзникам. Ну, собственно, как любой маломальски уважающий себя танк. А вот почему именно танк? Ну, как мне кажется, это потому, что следующим, а может быть и прям сопутствующим нововведением станет добавление ПВЕ подземелий для соло и групп. Да, хоть данжи и можно найти на интерактивной карте Корпанк, напоминаю, на текущем этапе они недоступны для освоения, но станут доступны. И вот здесь как раз таки новые танки смогут, как мне кажется, вынести свою активную лепту. Ну, там, собственно, еще разные оптимизации, но этого мы касаться не будем. Кое-что по мелочи, скажем так. Вот, собственно, такой у них план действий. К сожалению, никаких временных рамок не обозначено, кроме того, что первая вот эта high-end активность, а именно Extraction остров, будет добавлен через несколько недель. Собственно, уже там недельку или полторы прошло, может быть, даже 2 недельки прошло, когда вы смотрите этот ролик. Соответственно, ну, хотелось бы верить, что до Нового года, по крайней мере, одна high-end активность в игре появится. Но, в принципе, если бы спросили у меня, я бы сказал, что все вот это, причем все вот это, все вышеперечисленное, ладно, можно разбить там на 2 какие-то условные части, но все это должно быть в игре уже вчера. При этом я очень сильно надеюсь, что у разработчиков есть какие-то планы относительно гильдейского контента, потому что вот в списке этих изменений я понимаю, что там можно будет и гильдиями поучаствовать во всех вот этих вот режимах, но и в данжике тоже походить, понятно, там с констпатиками, в том числе в составе гильдии, это все можно будет сделать, но конкретного гильдейского контента, вот который был бы рассчитан непосредственно на гильдии, я что-то как-то не наблюдаю. А он таки нужен. Очень нужен. Ну, я подозреваю, что он будет, потому что есть же Open World PvP, хотя, блин, опять же, в игре есть слои, как оказалось, они тут нахрен не нужны, им лично мое мнение. Ну, понятно, зеркала, да, то есть можно там по каналам вручную, насколько я понимаю, переключаться не получится, но вот если вы там, допустим, прыгнете на какого-то из своих друзей, то там прям будет видно, что слой поменяется. Таким образом, ну да, вроде как Open World PvP есть, но кто будет заниматься этим Open World PvP? И вот здесь как раз-таки гильдии бы пригодились, потому что, ну, дай ты, в общем-то, интерес этим самым гильдиям сражаться в открытом мире, и они будут сражаться. Кроме того, никто не отменял и 2 фактора, о которых я упоминал прямо в начале ролика. Игра недоступна в Steam, она доступна исключительно на офф-сайте. Ладно, мы опускаем там за скобочки то, что ее невозможно купить из наших широт, может быть, этот вопрос как раз-таки и решится тоже до Нового года или в самое ближайшее время после Нового года. Но, блин, она недоступна в Steam, это плохо, она должна быть доступна в Steam. И, разумеется, она по возможности должна стать условно бесплатной. Ну, это мое личное мнение. Мне кажется, что это пойдет проекту исключительно на пользу. Ну или должен хотя бы появиться какой-нибудь бесплатный ознакомительный период. В общем, то, что игра сейчас доступна только за деньги, работает против нее. Этот вопрос нужно решать и, как мне кажется, решать в первую очередь. Например, выпустить первый глобальный патч с новым контентом до Нового года и в качестве такого подарка предоставить игрокам возможность сыграть в Корпанк бесплатно в течение какого-то ограниченного промежутка времени. Ну,
как вариант. В идеале же, повторюсь, было бы вообще перевести игру на фри-то-плей рельсы. И не когда-нибудь, а прямо сейчас, когда формируется ее кор-аудитория. Да, кор-аудитория корпанка. Понимаете, мне не хотелось бы, чтобы полимеры просирались впустую, потому что, еще раз, видно, что над игрой корпели. Корпели над корпанком. А что, звучит? Великолепный проработанный мир, узнаваемый визуал, да, блин, та же самая квестовая составляющая, она достаточно интересная. Анимации, вообще, в принципе, те вот модельки, все вот это мне, допустим, в игре нравится. И даже вот эта вот ее так называемая хардкорность, да, в некоторых местах мне тоже нравится. Но те игроки, которые заплатили за игру, прокачались до капа, что им делать в игре? Вопрос номер один. Второй вопрос. Откуда браться вообще свежим игрокам, да, вот откуда игроки должны узнавать о Core-Punk? Ну, может быть, из моих роликов, только если там еще пару человек делают какие-то ролики и стримы проводят. Но на самом деле какой-то агрессивной маркетинговой кампании от разработчиков Core-Punk я не наблюдаю. Люди банально не знают, что такое Core-Punk. А если, блин, они и узнают, это оказывается еще заплатить нужно за какой-то, как им кажется, ноунейм проект. Да ну его в лес. Да, в тот самый лес, в котором вы проведете львиную часть своего времени на ранних этапах Core-Punk. А так, знаете ли, вот новый контентик выпускаем, а вот вам возможность бесплатно попробовать игру. А вот мы, блин, в Steam появились. А я не знаю, там, может быть, мы еще и на СНГ пространстве, оп, и появились, чем черт не шутит. А вот и мы вообще решили, что перейдем на фри-то-плей рельсы. Никто вообще ни разу не осудит, это только, еще раз говорю, на пользу пойдет проекту. И все вот таким вот образом появится эта самая пресловутая core-аудитория Core-Punk. Потому что иначе, ну, я не знаю, я других путей для Core-Punk не вижу, откровенно говоря. Но это, как вы понимаете, мое исключительно мнение, свое, как всегда, пишите в комментариях. Ну а мы продолжим и дальше держать руку на пульсе о вас. Курсе. Ну и пока делался этот ролик, в игре кое-чего произошло, поэтому добавим, так сказать, для ясности. Для начала разработчики умудрились на несколько дней уронить серверы игры и в конечном итоге благополучно их починить. Ну, что я могу сказать, на то он и ранний доступ, чтобы сталкиваться с такими вещами, будет им опыт на будущее. Ну и вот прямо совсем недавно в игру накатили обновление, которое добавило новогодний ивент, сильно прошлось по балансу мобов и героев, например, увеличили базовую скорость персонажей на 5%. По системе кармы и чести сделала дроп более адекватным, добавила новые функции и исправила различные ошибки. Также с соответствующей компенсацией удалили из инвентаря игроков артефакты 3-го уровня, которые те же игроки получили по ошибке, а если быть более точным, из-за ошибки в таблицах лута мировых боссов. В общем, разработчики не сидят сложа руки, и судя по тому, что я прочитал в патчноутах, вероятнее всего уже очень скоро нас будет ждать добавление первого PvE и PvP high-end контента. Будем, как говорится, посмотреть. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.